Друзья, приветствую вас на своем канале Пламя. Ребята, в этом клипе я покажу вам, как я жарю уток в тандыре на своей даче. Значит, прежде чем начать их жарить, надо их промариновать. И пока вы смотрите, как я их мариную, я выкатываю, вернее, свой тандыр. Тандыр у меня весит около, вернее, больше 100 килограммов. Поэтому у меня есть вот такая тачка. Вот. Я ее отдельно приобретал. В комплекте, вернее, все мне прислали. Значит, она, конечно, стоит недешево. Но зато я самостоятельно выкатываю тандыр, закатываю его. То есть мне не нужен помощник. Колеса здесь не протыкаются, то есть они не накачиваются. Монолитные. Я могу его выкатывать, катать практически по всем дорожкам, куда мне надо. Вот такая тачка. Супер. Кто-то говорит, я сам сделаю. Ну, пожалуйста, если есть руки, можете сами сделать. У меня нету ни рук, ни желания. Я больше печник, чем сварщик. Так, сейчас я его загружаю дровами и растапливаю. Значит, единственное, что надо делать, когда вы растапливаете тандыр, не закрывайте его ни в коем случае крышкой. Иначе он просто перегреется и может лопнуть. Прогрев должен быть постепенным. И набирать температуру он будет постепенно. То есть, значит, еще я протестирую тепловизором тандыр. Покажу, какая сейчас у него температура. И какая будет температура, допустим, через полчаса, через час, и какая будет температура, когда я непосредственно буду загружать в него уток. Ну что, погнали, как говорится, да? Смотрите, как я мариную уток, и через секунду после просмотра встречаемся на моей даче. Ну а я пока дровами загружу и все подготовлю для того, чтобы растопить и прогреть тандыр. Так, перед тем, как уток жарить, их надо обработать. Они вот в таком виде продаются у нас. Видите, вот 730 рублей, 600 рублей. Друзья, как вы знаете, мой канал для мужиков. Женщины, я думаю, знают. Мужики, может быть, кто-то знает. Но для тех, кто не знает, объясняю, как утку подготовить. Надо удалить все внутри, в том числе вот эти вот надпочечники, всякие железы. Значит, надпочечники, или, может, я неправильно их называю, они находятся вот в этой части, на спине, вот здесь. Значит, жир вот этот тоже надо удалять. И вот они, видите, здесь почищено. Я уже удалил их, ямки такие, а здесь вот они есть. Значит, удаляется это просто пальцем вот так выдавливаете их. Потому что от них идет посторонний запах, как бы не совсем утиный, неприятный такой вот. А без него, без вот этих надпочечников, утка получает приятный аромат и такой вкус утиный, без всяких дополнительных запахов и привкусов. Это вот основное, что надо удалить. И внутри тоже там вот легкие. Здесь легкие удалили. Вот легкие обязательно удалить. Сердце там. И вот эти надпочечники. После того, как вы удалили надпочечники, надо еще удалить вот эти железы. То есть они вот в этом месте находятся. Вот сейчас я их вырежу. Покажу вам. От них тоже идет такой неприятный запах и вкус. Видите, вот эти вот железы, их надо, не знаю, что это такое, может это там яичники или еще что-то такое, но от них тоже идет запах специфический. И вот теперь, кто любит вот такую вот гуску, да, вот, пожалуйста, вот она чистенькая. Теперь уточка готова. То есть вот эта утка уже полностью готова, вся она чистая. Здесь все вырезали, ножки и шею оставляем. Вот с этой утки.
железы. Ну, вот эта вот тоже часть уже вырезается. Это все нам несъедобное. Чуть-чуть осталось. Так. Все вырезать надо, чтобы ничего не оставалось. Все. Теперь вот эти штуки выкидываем. И можно мариновать уток. Приступаем к маринаду. Для маринада нам понадобится красный перец. Ну, это для того, чтобы цвет более-менее придать. Потом обычный черный перец. Так, это розмарин нам не нужен. Утка и так имеет свой ярко выраженный насыщенный вкус, поэтому перебивать всякими экстра травами мы не будем. И адыгейская соль. Ну, адыгейскую соль можете заменить на простую соль. Просто она с красным перцем, поэтому я ее использую. То есть уток натираем хорошо перцем с солью, а потом уже намазываем сверху майонез. Начнем с соли. То есть хорошо вовнутрь посолим. Ну, вот так вот я щепоточку небольшую беру соли. Адыгейская соль тоже имеет приправки. То есть от нее сейчас такой аромат хороший идет, приятный. Так, хватит теперь сверху. Вот так. Натираем. Видите, она уже сразу красненькая становится. Ну, в тандыре, я вам скажу, ребята, она и так будет красная. Утка и без красного перца. Поэтому сильно можно не увлекаться. Вот. Чтобы тоже не пересолить утку. Вот так вот. Стираем наших уточек. Это вот такой вот нехитрый, простой способ. Просто вот натерли, как смогли. И все, не надо мучиться там, что-то придумывать. И теперь просто перцем вот так поперчим. Не сильно много. Буквально, наверное, на кончике ножа, как говорят. Все, вот утка вот так распотрошена. Все, она насквозь светится. Так, не буду я перец красный брать, уже этого достаточно перца. Так, черный перец. И майонез теперь. Майонез какой угодно, хоть пропавший, хоть не пропавший. Нужен нам для совсем других целей. Майонез будет служить, значит, дополнительным маринадом, то есть что в майонез входит растительное масло, там всякие уксусы. То есть он придаст еще и какой-то аромат, и в то же время создаст такую пленочку и корочку. Ну и вообще просто принято у всех мазать чем-нибудь, и я также помажу. Все, ребятки, наши уточки готовы. Вот такой вот деликатес получается. Теперь уток упаковываем и едем на дачу. То есть вот такой вот простой, бесхитростный маринад. Ну, я на 100% уверен, на 95% уверен, что утки получатся шикардосные. Просто утка не может не получиться в тандыре.
там все просто. Что такой вот поэтому простой рецепт. Друзья, хочу пару слов сказать о тандыре, ну, типа рекламы, да, тандыру, вот, арт-тандыру. Я очень доволен тандыром, уже не первый год им пользуюсь. Ребята, смотрите, в комплекте приходит вот такой совок из кованой стали и вот такая кочерга для тандыра. Еще крышка, в общем, всякие шампура, там, решетки. Это все есть в комплекте. Вообще проходите на сайт Арт-Тандыр и выбираете тот, который вам нравится. Все ссылки внизу под видео. Даже Арт-Тандыр еще сделают надпись любимой тещи, там, или имя жены, или ваше имя, там, или имя внучки. Мария, допустим, напишут. Так что, ребята, вот рекомендация моя. Так, заговорился, пошел я за дровами. Друзья, ну вы посмотрели, как я мариную уток, а теперь покажу вам, как пользоваться тандыром. Значит, колосники не ставим, значит, простую бумагу, какая есть под рукой. Просто вот так вот набрасываете в тандыр. Вот так достаточно. Друзья, ну еще хочу сказать по поводу приспособлений для выпекания лепешки. Значит, я вот такую подушечку покупал с перчаткой. Один раз я попробовал печь лепешки. Увидел, как я это делаю, хозяин вот таких аксессуаров, и прислал мне в подарок вот такие перчатки с подушечкой. Попросил тоже, чтобы я, ну не то, что попросил, а рассказал мне правильный рецепт, как делать лепешки. Ну, лепешки в этот раз я печь не буду, просто вот хочу ему отдельное спасибо сказать, что я помню про подарок. Большое тебе спасибо. Вот, у этого человека есть свой собственный сайт, ссылки внизу под видео. Посмотрите, у него также он готовит в тандырах, также рассказывает рецепты. В общем, и вот в знак благодарности показываю его продукцию. Так, ну опять я заговорился, никак не зажгу тандыр. Так, друзья, в прошлый раз меня критиковали, что я полный тандыр наложил. И типа так тандыр взорвется. Ничего он не взорвется, видите, целый. Сейчас мне для уток достаточно будет вот примерно вот такое вот количество дров. Щепки я не закладываю, потому что у меня есть горелка, которую я втыкаю в тандыр. И с помощью этой горелки тандыр разгорается. Ну, наверное, еще чуть-чуть принесу дровишек, чтобы уже наверняка прогрелся. Да, ребята, я живу в Майкопе. Дача у меня находится в лесу. В лесу очень много дров. Ну, честно говорю, сейчас я только из Турции прилетел. И времени нету ходить по лесу, собирать эти дрова. Поэтому в экстренном порядке использую дрова, те, которые были запасены для камина. Так, ну вот, ладно, не буду сюда все вкладывать. Смотрите, ребята, в прошлый раз у меня вот так было дров, и даже угли еще целый час потом оставались в хорошем таком тонусе. Поэтому мне этих дров хватит, я это вижу. Уже понятно, сколько надо дров для приготовления одной или двух партий шашлыка. Ну, теперь все дело техники. Растапливаем. Вот так. Ставим. И теперь остается только ждать, когда дрова займутся огнем. И я горелку убираю, чтобы она не расплавилась. Потому что уже несколько пластмассовых горелок я уничтожил. Даже плавятся металлические пластмассовые детали, все нагревается и плавится. Поэтому за этим тоже надо следить очень внимательно. Ну а уток
я буду жарить на вот такой елочке. Посмотрю, или она станет у меня прямо на угли, или если угли сильно прогорят, я поставлю ее на решетку. Также еще буду добавлять щепу для того, чтобы выделялось большее количество дыма и чтобы мои утки прям покрылись такой красной корочкой, как бы горячего копчения еще получились. Так, ну пока разгорается тандыр, прогорает, давайте оденем уток на нашу елочку. На камеру вам показываю, вот смотрите, в реальном времени и через тепловизор. Вот где выходное отверстие, вот где поддувало, там более 200 градусов температура. И вот снаружи вот 50 градусов. Ну, понятно, чем выше поднимаю, тем выше температура. Сейчас я возьму для теста пистолет, пирометр. Так, ну вот пирометром видно, вот я буду показывать вам. Ну, значит, сейчас показывает пирометр 65 градусов, и внутри температура уже 786 градусов. Так, вот тандыр глазами сиктермала. Видите, как пламя он показывает все в реальном времени. Ну, больше 300 градусов, понятно. Так, смотрим теперь, как прогрелся тандыр. Видите, в верхней части снаружи прогрелось, ну, вот до 70 градусов, ну вот 80. Чем выше, тем сильнее температура. Понятно, в нижней части еще пока температура не достигла необходимой. Значит, сейчас ждем, когда дрова прогорят полностью, и тогда уже будет понятно, насколько прогрелись стенки. То есть наша задача сейчас прогреть тандыр так, чтобы наружные стенки тандыра были температурой более 200 градусов. Так, ну вот, друзья, смотрим, стенки тандыра прогрелись вверху 200 градусов, даже вот 240. Крышка еще не прогрелась, вот 50 градусов. В середине тандыр 130 градусов, 140. Это температура, ребята, снаружи тандыра, наружные стенки. Внутри гораздо выше температура. Ну, в принципе, меня это устраивает достаточно. Зимой, конечно, надо прогревать больше, чтобы он весь был вот такой, как в верхней части тандыра, чтобы весь аж белого цвета стал. Тогда будет замечательно, потому что зимой мороз, быстро остывает все, поэтому температурить, кочегарить надо побольше. Дров, то есть закладывать, может еще одну закладку делать. И вы видите, что как дрова перестают гореть, температура начинает падать. Ну, вот сейчас внутри 320-330 градусов. Утки у нас прогрелись. Трудно сказать, трудно определить, насколько они прогрелись. Больше 100 градусов. Так, ну что, ребята, есть пару минут, давайте я вам покажу окрестности моей дачи, беседочку, внешний вид, лес, в котором я живу. Так, ребята, надо чуть-чуть приоткрыть поддувало, чтобы создалась небольшая
тяга. Потому что нужна высокая температура мне. Это ускорит процесс приготовления, повысит температуру, ну и утки будут тушиться гораздо быстрее и эффективнее. Есть долгий режим томления, так сказать, а это режим приготовления. То есть мне надо, чтобы быстро все спеклось и приготовилось. В тандыре это очень легко сделать на самом деле. Давайте еще посмотрим. Сейчас прошло уже где-то минут 15. Ну, всегда так бывает. Думаешь, за 20 минут управишься, а на самом деле около часа уходит на приготовление. Вот так. Со всех сторон покажу мой тандыр. Видите, пламя написано. Я попросил, чтобы написали название моего канала. Друзья, прошло уже минут 10. Давайте проверим наших уточек. Видите, я приоделся в свой бренд, канал Пламя. Но это специально, чтобы меня все узнавали. Значит, сейчас мы проверим, что у нас получилось. И надо ли еще ждать, или уже, в принципе, утки будут готовы. Вот они вот так подрумянились, наши уточки. Внутри сделаем надрез. Что такое? Рукавица прогревается. Так, и щепа у меня не во всех местах подошла. Давайте я вам покажу в онлайн режиме, что у меня в тандыре творится. Вот видите, как все получается. И вот так утки выглядят. Сейчас я расположу щепу так, чтобы она вся у меня заиграла. Угли просто прогорели. Так, вот щепа загорелась. Потушим щепу. Вот, все, потухло. И поставим уток обратно. Пусть еще прокоптятся минут 5. О, хорошо. С момента установки уток в тандыр прошло уже порядка 45 минут. Я думаю, уже пора вытаскивать их. И можно идти к столу. Потому что дальше уже готовить их смысла нет. Они только пересушиваются. Ну, снаружи они сухие, но внутри они на самом деле сочные. Так что вот так вот выглядят утки. Видите, какой золотистый такой прикопченый вид у них. Так что сейчас отправляемся к столу. Дегустация. Так, ну, сейчас мы разделаем. Одну разделаем вот здесь, чисто для дегустации. Можешь поснимать что-то. Посмотрим, как она прожарилась, утка. Все никак нож нормальный не куплю себе. Ну вот смотрите, ребята, как пропеклась уточка. Видите, и жирок здесь, и мясо, все пропеклось. И смотрите, сока сколько. То есть вот, это вот супер тандыр. И запах такой пошел. Ну и также здесь уже, видите, и жирок утины, и смотрите, сока сколько. И пропеклось все. Вот моя супруга Оксана
Юрьевна. Гранатовый соус из Турции. Да, вот, ребята, покажу вам обещанное, что я вам говорил. Вот смотрите, в Турции мы купили гранатовый соус. Это вот такая вот тема. И из всего разнообразия вина, которое продается в Турции, мы вот решили попробовать такое ежевичное, такое необычное. В честь 1 мая, я думаю, можно. Мир, труд, май. Да, труд май. Хорошо. На запах ежевичкой пахнет. Давайте, ребята, с 1 мая вас, с наступающим 9 мая. Значит, всем желаю здоровья, удачи, всем приятного аппетита. Поздравляю тебя с 1 мая. Так что смотрите мой канал. Сейчас мы попробуем вино. Ну, классно, да, как компот ежевичный. Нет, это компот. Ну все, друзья, мы приступаем к празднованию. С вами прощаемся. До новых встреч в моих роликах. Всем пока.